Добро пожаловать на канал «Дом маленькой Веры». И этих 5 мрачных фильмов ужасов для тебя, мой зритель. Оно 2014 года. Фильм ужасов от Дэвида Роберта Митчелла еще до своего официального выхода на широкие экраны успел наделать шуму на кинофестивалях, так что на момент презентации картина была весьма успешно принята публикой. Лента действительно получилась довольно необычной и интересной для своего жанра. В своем втором полнометражном творении Митчелл умудряется создать феноменальную атмосферу нервного напряжения. Неторопливо и вальяжно, как жучок по руке, ползет время по асфальтовой аллее дремлющего американского пригорода, мимо одинаковых домов, стриженных газонов и бассейнов. История начинается с девушки по имени Джей, которая после романтического свидания становится жертвой некоего ужасного проклятия. За героиней начинает ходить нечто, принимающее различные жуткие образы. Избавиться от загадочной твари можно только через секс, тогда проклятие переходит к следующей жертве. И теперь перед девушкой выпал тяжелый выбор: передать проклятие следующему человеку или же погибнуть от него. Определенно, фильм рекомендуется к просмотру. Сюжет без труда погружает в атмосферу ужаса и держит в напряжении буквально до самого конца. Оно может двигаться очень медленно, но обязательно настигнет тебя. 28 дней спустя, 2002 года. Жуткие панорамы соседствуют с мрачными закоулками и подпольными барами. Повсюду оставленные кем-то машины с открытыми дверями, куча мусора и свежая стопка газет, разлетающаяся под дуновением ветра. Вот он, сумрачный и туманный Лондон, над которым повис темный небесный купол, и даже солнце здесь кажется призрачно-серым. Из-за слишком рьяных зоозащитников, оказавшихся не в том месте и не в то время, в Англии разразилась эпидемия. У зараженного человека горлом хлещет кровь, глаза наливаются кровью, а самое страшное – пропадают разум и какие-либо человеческие чувства. Остается лишь первобытный инстинкт – убивать всех на своем пути. Спустя 28 дней после начала эпидемии, в каком-то госпитале приходит в себя после долгой комы парень по имени Джим. Добро пожаловать в жуткий новый мир. Фильм Бойла больше для любителей интеллектуального кино. Все зло от людей, вирус просто сорвал с них последние преграды цивилизованности. А иным товарищам и никакого вируса не надо, чтобы озвереть. Неспроста фильм начинается с жутких кадров всяческих погромов, насилия, зверств, которые творят самые обычные, еще не зараженные никакой яростью люди. Неспроста в фильме звучит монолог про то, что вирус ничего особо не поменял, люди и раньше убивали друг друга каждый день. Oculus, 2013 года. Когда-то давно Майк Флэниган снял получасовую короткометражку Oculus, глава 3, человек, у которого был план. В кадре присутствовал всего один актер, но режиссер нагнал такой жути, что коллеги по цеху сперва удивленно подняли брови, а затем коллективно обзавидовались. Превращение истории в фильм для большого экрана заняло немало времени и потребовало изрядных усилий, но в 2013 году свет увидел полнометражный фильм Oculus. В центре сюжета антикварное зеркало, теоретически послужившее причиной смерти родителей главных героев. Тим, будучи еще ребенком, застрелил отца, спасая свою сестру, после чего долгое время находился изолированным от общества, получая психиатрическую помощь. Когда он, уже слегка за 20, возвращается к нормальной жизни, сестра заявляет ему, что виной всему то злополучное зеркало, в свое время висевшее у отца в кабинете. Это изрядно сбивает Тима с толку, ведь все последние годы его пытались убедить в естественных и рациональных причинах произошедшего. Значимый пункт, на котором держится фильм, актеры. Выкладываются все по полной, играют так, что чуть ли не искры из глаз летят. Творится такой мощный спектакль, что Станиславский бы заплакал от умиления. Такому напряжению, возникающего на простых диалогах двух актеров, мог бы позавидовать даже самый крепкий триллер. Это действительно образцовый и крайне удачный пример качественно сделанного фильма ужасов. И не зря он заслужил столь высокие оценки критиков и зрителей. Тьма 2002 года. Что ты сделал сегодня, чтобы завтра снова взошло солнце? У многих древних народов существовал ритуал разжигания солнца, ведь раньше люди панически боялись того, что солнце однажды может вообще не взойти. В фильме «Тьма» речь идет об обратном ритуале.
Последователи одного культа пытались погасить солнце навеки. Но перед нами не просто рассказ о древнем ритуале. Тьма очень мудра, и она скрывает в себе нечто большее, чем банальную идею о погашении дневного светила. Фильм в первую очередь поднимает актуальный на сегодняшнее время вопрос о проблеме взаимоотношений в семье. Ведь свет, который присутствует в нашей жизни, это не только свет солнца. Между всеми любящими людьми всегда горит небольшой огонек, и одно неосторожное слово или дело может его загасить. Так что перед нами не только фильм ужасов, призванный пощекотать нервы особо чувствительным зрителям. Нашему вниманию предоставляется исследование отношений между детьми и родителями, между мужем и женой. 6 демонов Эмили Роуз, 2006 года. Фильм снят на основе реальных событий, произошедших в период 1975-1976 годов, когда в течение 10 месяцев было проведено более 60 обрядов экзорцизма над молодой девушкой Аннелизой Михель. Священнику, проводившему обряды, было предъявлено обвинение в убийстве. За его дело берется адвокат Эрин Брунер. Чем глубже она погружается в запутанное дело, тем больше ей кажется, что мистические силы, о которых говорит священник, реальны. Стоит с положительной стороны отметить и каст, и в первую очередь главную звезду, Дженнифер Карпентер в образе самой Эмили Роуз. Девушка справилась со своей ролью просто великолепно, ее актерская игра восхитительна, она отлично отыгрывает и страх, и панику, и непосредственно одержимость. Но и другие актеры тоже хороши, они отлично смотрятся в своих образах, и их игра не вызывает нареканий. Том Уилкинсон в роли отца Мура тоже очень колоритен. Он хорошо справляется с образом набожного человека, которому впервые пришлось столкнуться лицом к лицу с настоящим злом. 6 демонов Эмили Роуз – отличная картина, которую можно рекомендовать поклонникам жанра. Пусть она, может быть, недостаточно старается напугать, но она интересная, интригующая, с живыми персонажами и на фоне современных фильмов ужасов смотрится в разы более выгодно. Спасибо за просмотр, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях.